Toyota Supra, возможно, самый культовый спортивный автомобиль, который когда-либо производила Toyota. И нет ни одного любителя автомобилей, который не слышал о ней. История имени Supra насчитывает вот уже 40 лет. Далекий предшественник Supra, с которого начинается отсчет модели, это микролитражка Toyota Sports 800, она же первая серийная спортивная машина компании, выпускавшаяся с 1965 по 1969 год. Модель классической компоновки с кузовом Targa оснащалась двухцилиндровым оппозитником с рабочим объемом 790 кубиков и воздушным охлаждением. Мощности в 45 лошадиных сил хватало легкому, всего 580 килограммов автомобилю, чтобы развивать максимальную скорость в 160 км в час. Всего было сделано 3000 таких малюток, из них 300 леворульные. Они были проданы на Окинаве, где с 1945 по 1978 год было правостороннее движение. История продолжилась в мелкосерийной двухдверке Toyota 2000 GT, созданной в кооперации с компанией Yamaha. Ею же она и производилась. Почти все образцы Toyota 2000 GT оснащались рядным шестицилиндровым 150-сильным мотором объемом 2 литра с двумя распредвалами. Это был переработанный Yamaha мотор от седана Toyota Crown. Yamaha как раз заменила головку блока. 9 экземпляров получили двигатель от седана Crown в исходном виде, то есть объемом 2,3 литра, но с одним распредвалом и мощностью всего 115 лошадиных сил. На заднюю ось тяга шла через пятиступенчатую механику, только несколько машин вышли с трехступенчатым автоматом, и дифференциал повышенного трения. Максимальная скорость самых быстрых вариантов Toyota 2000 GT равнялась 217 км в час. До 60 миль в час автомобиль разгонялся за 8,4 секунды. Купе Toyota 2000 GT было также успешным в автоспорте. Например, в 1967 этот автомобиль выиграл 24-часовую гонку Fuji 1000 км. Также с помощью этой двухдверки было установлено несколько рекордов скорости и выносливости в 72-часовом испытании. С 1967 по 1970 годы было собрано на продажу более 350 таких машин. В основном они разошлись на домашнем рынке, но 60 леворульных экземпляров были проданы в Северной Америке и еще несколько штук в других странах. Исключительно для съемок фильма о Джеймсе Бонде «Живешь только дважды» в 1966 году были изготовлены один экземпляр 2000 GT с кузовом Targa и пару кабриолетов. У них, однако, подъемного верха фактически и не было. Чехол позади сидений был бутафорией. Первая Toyota Supra выпускалась с 1978 по 1981 годы. Своим появлением модель была обязана другой, более массовой легковушке по имени Celica. Это было второе ее поколение. Заднеприводная трехдверка, а еще была Celica купе, продавалась несколькими четырехцилиндровыми моторами на выбор. Желая как-то втиснуть в нее рядную шестерку, японцы в итоге перекроили всю переднюю часть. Двери, салон и задок остались прежними. Так родилась новая модель Toyota Celica Double X, она же Toyota Celica Supra. Просто Supra ее стали называть намного позднее. Supra получила в свое распоряжение шестерки объемом от 2 до 2,7 литров, а также пятиступенчатую механику и четырехступенчатый автомат. Моторы обладали не очень большой мощностью 111-118 лошадиных сил, но зато вполне приличным крутящим моментом до 197 ньютон-метров, что позволяло в свою очередь последним модификациям набирать сотню с места немногим более чем за 10 секунд. В 1981 году появилось третье поколение Celica, и почти сразу же инженеры превратили ее в вариацию Celica Supra. Так получилось второе поколение Supra. Действовали все по тому же рецепту. Перекроили исходный кузов, особенно его нос. Заметно отличной стала вся оптика, и, наконец, под капотом оказалась рядная шестерка. Собственно, двигателей было несколько вариантов, объемом 2 и 2,8 литра, с отдачей от 126 до 175 лошадиных сил. Производилась вторая Supra с 1982 по 1986 годы. Самые мощные версии набирали 60 миль 97 км в час с нуля за 8,4 секунды.
Только с третьего поколения, с 86 по 92 год, Supra полностью отделилась от Celica. Та перешла на передний привод. Общая схема Supra осталась неизменимой, так же как и ее верность рядным шестеркам. Только теперь это были новые агрегаты с рабочим объемом 2, 2,5 и 3 литра. В гамме были и атмосферные варианты, и модификации с турбонаддувом. Самая мощная шестерка из предлагавшихся на этой Supra, 2,5 литра с двумя турбокомпрессорами, развивала 280 лошадиных сил только для японского рынка. Четвертое поколение Supra с 1993 по 2002 год. По шасси было идентично модели Toyota Sauer Lexus SC300, которые по сути являлись люксовой версией Supra, но обладала собственным кузовом, в чем-то отсылающий к исторической двухдверке 2000 GT, словно нарисованной на новый лад. Автомобиль оснащался атмосферными и наддувными шестерками объемом 3 литра. Самая мощная серийная модификация, которая оказалась на этот раз для рынков США и Европы, развивала 325 лошадиных сил. На машине можно было встретить 3 коробки передач, ручные на 5 и 6 ступеней и автомат на 4 диапазона. Электронный ограничитель скорости был настроен на 180 км в час в Японии или 250 км в час на других рынках. Но без него самая мощная версия превышала скорость 285 км в час. Она же набирала сотню с места за 4,6 секунды. Supra также заслужила уважение среди тюнеров и уличных гонщиков, так как ее мотор отличался надежностью и высоким потенциалом для форсирования до уровня более 1000 лошадиных сил. Культовый статус Toyota Supra четвертого поколения приобрела после выхода фильма «Форсаж» в 2001 году, где машина показала себя быстрым, а главное надежным спутником главного героя. Также Supra появлялась в многочисленных видеоиграх. В годы экономического подъема японские автопроизводители подарили миру множество великолепных спортивных автомобилей, и имя Supra стояло совсем не на последнем месте. В январе 2019 года на международном автосалоне в Детройте дебютировала серийная версия легендарного спорткара Toyota Supra пятого поколения. На канале про нее есть отдельное видео. Пишите свои комментарии, какое поколение Supra вам больше всего нравится. Подписывайтесь на канал и будьте в курсе последних событий автоиндустрии. Flow Team Production.